Добрый день, дорогие рыбы! Добро пожаловать на мой канал, и это ваш гороскоп на зиму 2026 года. Да, дорогие, присаживайтесь поудобнее, сейчас будем планировать этот интересный период нашего времени. Я расскажу про январь, февраль и март. 21 марта у нас начинается традиционно астрономическая весна, поэтому буду рассказывать до этого периода времени. У нас с вами еще остаются финальные денечки 2025 года. Мы уже в астрономической зиме. И, как говорится, сейчас самое время для того, чтобы завершить все самые сложные, нудные, отягощающие дела, которые длились с нами с 2024-2025 года. Если коротко охарактеризовать зиму 2026, то это как раз-таки финал всех дел, которые с нами случались за последние несколько лет. То есть все, что мы не могли завершить, принять решение, у кого-то это переезд, у кого-то это новая работа, новая сфера работы, в том числе новая должность, новый уровень ответственности в том числе. Однозначно это решение спорных финансовых вопросов, которое завершится у рыб третьей декады, конечно же. У рыб второй декады завершаются вот прямо сейчас кармические вопросики к вам. Кармические узлы выходят из второй декады рыб, дев, и переходят как раз-таки в январе у нас в первую декаду рыб. И вот здесь начинаются такие мощные вопросики: кто я, что я хочу, как я хочу в этой жизни жить, кем я хочу быть, когда вырасту. Вот эта история как раз-таки начинается у рыб первой декады в конце 2025, в самом начале 2026. Да, дорогие, это гороскопы подекадны, как вы уже поняли. И если вы смотрите по Солнцу, то рыбы первой декады – это все те, кто родился в феврале. Рыбы второй декады, кто родился с 1 по 10 марта. Рыбы третьей декады, кто родился с 11 марта и до знака зодиака Овен. Иногда Солнце бывает 20 марта, иногда 21 марта. Солнце меняет знак. Такое часто бывает, все зависит от года. Поэтому, если вы не знаете, кто вы, пишите в комментариях, оставляйте свою дату, время, место рождения. Я скажу, кто вы. Очень часто спрашивают меня, я рыбы или овен. Вот как-то так. И если вы смотрите этот гороскоп по асценденту, тогда 30 градусов знака рыбы делите на 3 равных отрезка. И если ваш асцендент попадает с 1 по 10 градус, это первая декада. Если с 11 по 20, это вторая декада. Если с 21 по 30, тогда вы третья декада рыб по асценденту. Ну что, дорогие, поехали! У нас прямо сейчас финальные денечки, неделя осталась 2025 года. Ходовые задачи не очень-то хочется, но приходится доделывать, потому что у нас здесь и Марс, и Венера в квадратурах к Нептуну, Сатурну. Эта история такая очень напряженная для рыб третьей декады, потому что если вы чувствуете сейчас вот такой момент, когда финансы немножечко не хватает, немножечко депрессивное настроение, хотелось бы больше денег, приходится вот здесь как-то выкручивать. Нормальная, стабильная история, подождите, потерпите чуточку, уже в феврале Сатурн выйдет из рыб и в ближайшие 30 лет не вернется в знак рыбы, и будет полегче, уже будет с другого знака влиять, но хотя бы соединения не будет, соединение это считается самый сильный аспект. Поэтому здесь рыбки третьей декады вы уже выдохнете. Нептун дает вот такое депрессивное настроение, расстройство, неудовлетворение жизнью, как-то вот не так, как хотелось бы, на ожидание какого-то чрезмерного романтизма, но его нет, получается не так, как хотелось бы. Тоже потерпите, в конце января Нептун выйдет из рыб и ближайшие 150 лет еще в рыбы не придет, поэтому можно даже вообще не переживать. Поэтому здесь, да, рыбы третьей декады у вас сейчас в декабре вот такое состояние настроения. При всем при этом Уран и Плутон делают гармоничный аспект к вам, дорогие рыбы третьей декады, поэтому здесь
делайте в работе как можно больше, совершайте какие-то новые действия, пробуйте, тестируйте, не уходите в закат, не бросайте. Должно получиться, на этом настроении вы и войдете в 2026 год. Вот таким он у вас еще будет и январь. Ну, то есть здесь не нужно переживать, что как-то вот, ну вот так сложился в этот период времени у вас завершение вот этих моментов, вот так происходит этой зимой, они завершатся, вы их завершите, захлопните эту дверь сложности в вашей жизни и пойдете дальше. Рыбы второй декады. У вас еще сейчас в декабре заканчивается вот это движение кармического узла, и он буквально во второй неделе января переходит в первую декаду. Рыб уже по-другому начинает работать вся эта история у вас. Настроение, которое в конце 2025 года, оно такое немножечко подумать, кто я, куда я иду. Вообще, в принципе, о смысле жизни, о своих масштабах, о своих горизонтах, о своих желаниях. Очень такая важная история, про которую на самом-то деле мы очень часто забываем. Почему нужно сейчас подвести эти классные итоги 2025 для того, чтобы в январе пойти совершенно другое развитие, потому что там и вернется Юпитер во вторую декаду рака на самом-то деле в конце января, и будет это как раз-таки моментом, когда вы вперед ускоритесь в работу, в развитие, в социальный статус. И эта история как раз-таки очень классная, очень гармоничная у вас сложится. Но для этого сейчас нужно таки в конце декабря, вот прям, если у вас разочарование, вот прям разочаруйтесь на всю катушку. Если у вас какое-то там опустошение, да, отдохните, расслабьтесь, встретьте праздник, напишите себе цели и желания, список, вспомните себя, потому что Юпитер в нашей жизни был яркий, когда нам было 12 лет, 24, 36 и 48. То есть это возвращение Юпитера. Всегда, когда он возвращается, у нас всегда такое внутреннее ощущение, чего же мы хотим в масштабе нашей личности. Как бы нам хотелось бы жить, если бы не различные «но». Поэтому у рыб второй декады и кармический северный узел от вас спрашивал последние полгода, чего же вы хотите. Так вот, завершается вот этот кармический вопрос от вас, для вас, и начинается как раз-таки, начнется в январе вот это мощное действие. Но для того, чтобы реально понять, куда идти, чтобы потом не буксовать на месте, нужно себе честно сказать, что же я хочу. Вспоминайте себя вот те годы, которые я перечислила, пишите, что же вам хотелось, как бы вам хотелось, куда бы вы хотели пойти, почему вы не можете получить то счастье, к которому вы идете, стремитесь, почему у вас там тормоз, различные моменты, когда вы сами себя назад убираете, не можете насладиться моментом, счастьем, радостью, не можете его построить. Почему? Возможно, вы идете не туда, возможно, это навязано, возможно, вы не знаете, как вообще жить свою жизнь. Это такой нормальный вопрос, особенно когда кармические узлы, северный узел идет по Солнцу. И это нормальный вопрос задавать себе, кто же все-таки я и какого масштаба я личность, вообще чем я хочу заниматься, моя профессия, работа, личная жизнь, как мне вообще нравится строить отношения. Здесь вообще абсолютно все фундаментальные вопросы, поэтому я и говорю, что если вы смотрите меня по Солнцу, тогда это вопрос к вашему «я», к вашему эго. С помощью нашего Солнца мы и решаем все вопросы в нашей жизни. Если вы смотрите по асценденту рыбы, тогда у вас будет кардинальный пересмотр ваших отношений в жизни. То есть ваша социальная позиция и роль. Это от коллег на работе, как вы себя ощущаете в коллективе, до брачных отношений, кто есть вы, слились ли вы с партнером, нет. И вот эта вся история. Почему рассказываю так много? Потому что вся эта информация про кармические узлы и вопросы, кто я, самоопределение и прочее, начнет с января месяца работать у рыб как раз-таки первой декады. Да, пошла от обратного, да, с третьей к первой, но ничего. То есть и эти вопросы у рыб первой декады у вас будут те же самые до 27 июля 2026 года, когда кармические узлы выйдут с оси рыбы девы и перейдут на ось водолея льва. Это случится у нас летом 2026 года. И да, дорогие, если мы говорим про события вообще января, то основные события, пожалуй, это
Полнолуние у нас будет в Раке 3 января, и вот здесь, можно сказать, начинается такой отсчет не просто там Нового года, а зимы, такой продуктивный, когда мы уже там не стремимся, не летим, вроде как итоги года подведены, вот мы остались со всем своим результатом, который у нас есть. И вот здесь, если честно мы себе про эти результаты говорим, если мы себя не просто успокаиваем, а себе говорим честно, по факту, тогда начинает работать все как надо. Полнолуние у нас в Раке, при всем при этом Луна будет в соединении с Юпитером, хоть и в отдаленном, но следующий день все-таки она будет, Луна проходить еще соединением Юпитер будет. Здесь в чем вопросики? Вопросы самоопределения. Юпитер, опять же, вот эта история, да, включается плюсом. Аспекты выстраиваются как раз-таки кармические, да, переходит как раз-таки у нас кармический узел, это тоже нормальная история. То есть уже 3 января начинаются вопросы у рыб второй декады, на вас очень сильно повлияет это полнолуние. Кто я в семье, захочется чего-то большего в семье, завести ребеночка, вообще захочется семью, если вы свободный человек, и это нормальная такая у вас вообще история, абсолютно гармоничные аспекты, и у вас потом еще будут аспекты на реализацию этого всего, потому что у нас Юпитер возвращается во вторую декаду Рака, будет делать очень гармоничный аспект рыбам второй декады. Поэтому на вас будет очень хорошо влиять это полнолуние. Дорогие, используйте вот это настроение, что вы хотите в отношениях, в работе, в финансах, в семье, где вы хотите жить, в каком месте, в каком районе города. Вообще, в принципе, что же вы хотите? Хотите ли вы, не знаю, учиться, больший масштаб, размах в своей жизни? Или вы настолько устали, что вы хотите гораздо меньше? Я всегда говорю за то, что ставьте цель побольше, попроще оно всегда получится, понимаете? И потом скажете себе, ой, да мне же вот как есть и достаточно, и такое тоже бывает, и это тоже хорошо. Но если вы понимаете, что вы человек прямо-таки с характером, поэтому здесь не малодушничайте, рыбы второй декады. У рыб первой декады начинается тоже вот это такой большой, интересный, мощный момент в жизни. Юпитер с 11 января переходит как раз-таки во вторую, выходит из первой, из третьей декады Рака, переходит как раз-таки во вторую декаду Рака, поэтому здесь, дорогие рыбы второй декады, прямо-таки понимайте, что у вас очень мало времени на подумать, на посидеть, у вас включится такая история в середине января, очень сильно ускорится. И да, в середине января у рыб первой декады история связана с кармическими задачами, с кармическими волнениями, с внутренними переживаниями. Все те моменты, которые я говорила, они навеяны были еще и в декабре у вас, пока Юпитер находился как раз-таки и в третьей декаде Рака, и в принципе были схожие аспекты через другие планеты, поэтому здесь смотрите, кармические вопросы это те вопросы, которые нам всегда не хочется решать. То есть это всегда, когда мы принимаем какое-то такое решение касаемо себя. Но здесь есть такой момент, что если вы все-таки в это пойдете, в свое развитие, в какие-то большие цели, в свою жизнь интересную, которая вам будет нравиться, тогда у вас все очень сильно ускорится. Ускорится тоже сейчас не сразу, потому что поэтому рыбы первой декады не ждите мгновенных каких-то вот таких результатов, это будет у вас так спокойнее идти еще в январе, феврале. Ускорение начнется в конце апреля, когда как раз-таки Уран поменяет знак 26 апреля 2026 года и зайдет в знак зодиака Близнецы. Вот это почувствуют ускорение. Как раз-таки рыбы первой декады, и у вас очень сильно жизнь начнет меняться, ускоряться, и Уран еще будет в квадратурах на кармические узлы, поэтому эта история очень сильно будет вас касаться. Поэтому сейчас у вас январь такой, январь, февраль, март, и даже в апреле уже будет чувствоваться вот это настроение середины апреля, потому что последний градус все-таки будет у Урана. Но опять же, зима-то она будет поспокойнее. Поэтому здесь решайтесь, кто вы, куда вы идете, для чего вы идете, чего же вам хочется.
Потому что будет очень много страхов и сомнений в этом январе на самом-то деле. Потому что у нас с 20 декабря Лилит идет по Стрельцу и делает как раз-таки квадратуру к Солнцу рыбам первой декады. А здесь, естественно, все тормоза, все волнения, почему мне не получается, достойно, недостойно. Убирайте всю эту мишуру, пишите себе в блокнот, в ежедневник, чего же вы на самом деле хотите от этой жизни, и понимаете, что вы достойны, у вас это получается. И если, естественно, вы с этим разбираетесь, тогда у вас включаются очень хорошие аспекты на работу, на реализацию, внутреннее ощущение, что сил у вас хватит, что все у вас хорошо. И косвенно здесь Плутон дает такой аспект к Лилит, все-таки это внутренняя сила, вы должны с этим разобраться. Поэтому рыбы первой декады убирайте в январе страх, панику, чувство одиночества. Еще есть такая история, что многие не боятся, что не получится. Если бы мы все боялись, что у нас не получится чего-то достичь, то мы бы наоборот делали это все из чувства страха, чтобы остаться ни с чем. Но многие боятся того самого успеха, про который я говорю, тех самых денег, той самой счастливой жизни. Многие боятся, знаете почему? Потому что не знают, что там делать. Потому что в отношениях нужно стараться вкладываться, неважно, мужчина вы или женщина, да, в работе тоже нужно брать на себя ответственность, и большая должность, большая ответственность, и это потенциал, и это тоже нужно понимать. И это как раз-таки все вопросы этого января у вас, дорогие рыбы первой декады. Рыбы третьей декады у вас, дорогие, могу сказать, что эта история связана, конечно, с Сатурном, с Нептуном, но, опять же, у нас, смотрите, 18 января новолуние. Новолуние у нас будет в Козероге. При всем при этом нам Луна в соединении с Марсом, Меркурием, Солнцем, Венерой и Плутоном. Только Плутон, Водолей, все остальное в Козероге. На кого это влияет? Это очень сильно повлияет новолуние на рыб третьей декады. Не могу сказать, что не повлияет эта история на рыб первой декады. Она повлияет по-другому. Здесь скорее, если вы разберетесь в своих страхах, паниках рыбы первой декады, то тогда у вас будет большой тоже скачок такой, вы начнете делать, вы начнете реализовываться. То есть новый лунный цикл для вас будет очень гармоничным, очень позитивным и продуктивным. Несмотря на то, что на энергиях Сатурна, но Сатурн вот будет здесь как раз-таки Козерог заземлять, и все страхи и переживания, что достойно, недостойно, нужно просто делать. Вот январь такой. Иначе можно сидеть, переживать, ничего не получится, всего бояться и никуда не пойти. У рыб второй декады эта история начнет работать через Юпитер как раз-таки. Новый лунный цикл, помните, я вам говорила, что запустится как раз-таки аспект Юпитера, поэтому здесь только вперед, только масштаб. Все, что связано с юпитерианской сферой, это поездки, переезды, обучение, образование, повышение своих профессиональных компетенций. Юпитер – это социальная планета, изменение своего социального статуса, но не как у Сатурна, да. Юпитер здесь можно повысить свой социальный статус, например, переездом в благоустроенный район города, например, начать с кем-то встречаться, строить отношения. И здесь такие события более доброжелательные, что ли, более мягкие. Не могу сказать, что Сатурн злая планета. Если мы не безответственны, тогда Сатурн для нас злая планета. Но все-таки здесь работать очень хорошо будет аспект Юпитера для рыб второй декады. И это как раз-таки расширение в семье, масштаб семьи. Захочется решить свои семейные проблемы путем приобретения недвижимости. Тоже такая очень хорошая история. Хорошие покупки, гармоничные покупки. То есть у вас открывается эта возможность как раз-таки в новом лунном цикле с 18 января. Поиск новой работы с повышенным статусом тоже история. Изучать иностранные языки у рыб второй декады тоже потрясающая история. Делайте ее, реализуйте, и будет у вас хорошо. Рыбы третьей декады у вас остается буквально финальные, можно так сказать, денечки перед тем, как Нептун поменяет знак. 26 января 2026 года он выходит из знака рыбы, и вот навсегда при нашей памяти мы его больше там не увидим. Рыбы вздохнут с облегчением, хоть кто-то и скажет, это было очень гармоничное такое
событие, когда Нептун шел в соединении с моим Солнцем. Это очень воодушевленный аспект, вдохновляющий, оптимистичный где-то, чрезмерно иллюзорный. Очень хороший аспект для творческих людей, для писателей, когда нужно гигантский масштаб воображения. Поэтому если вы работаете вот как раз-таки в нептунианской сфере, журналистика сюда тоже подходит, где нужно прямо-таки большие мощные тексты писать, уметь это обрабатывать. Весь январь ваш, рыбы третьей декады, потому что Нептун выходит в знак Овна, уже не будет соединения к вашему Солнцу. То есть если вы хотите написать какой-то хит, пишите, нарисовать какую-то картину, написать картину в том числе. То есть если ваша работа связана с творчеством, то январь – это финальное окошко, когда можно это сделать, рыбы, как раз-таки третьей декады. При всем при этом Сатурн идет с соединением по рыбам третьей декады, и это аспект, который заставляет нас отдавать долги, вынуждена зарабатывать больше, поднимать социальный статус, потому что нам как-то либо бьет по самолюбию, либо нам как-то вот сложно. Хочу сказать, что с 18 января очень четко будет работать эта история. Вообще могу сказать, что у нас у всех жизнь закрутится с 18 января, потому что здесь такие прям аспекты на движение, на сильные аспекты. Вот прям их очень много, они сразу собрались, поэтому здесь, если вы запланируете себе мощный толчок движения, развития вперед, и это не просто рыбам третьей декады говорю, это я всем говорю, да, поэтому это будет такое мощное новолуние, мощное начало лунного цикла, поэтому делайте, потрясающе здесь все будет, потрясающе будет складываться, и еще целая неделя после 18-го очень отличная, очень яркая, делайте, приобретайте. Покупка недвижимости для рыб третьей декады тоже хорошая история, потому что все, что связано с Сатурном. И вот так мы переходим как раз-таки в февраль. А февраль у нас начинается с полнолуния. Полнолуние 1-2 февраля, все в зависимости от того, в каком полушарии вы находитесь, живете. У нас полнолуние во Льве. Полнолуние во Льве, и да, эта история будет работать очень хорошо, в принципе, на рыб. Вот такого прямого, яркого влияния оно не будет, потому что у рыб вот этот канал, ну только если у вас очень сильный канал Водолея, у вас какие-то планеты в Водолеях, потому что есть рыбы, например, первой декады, у кого еще планеты в Водолее, поэтому личные планеты, поэтому здесь может быть такая история. Те рыбы, у кого заполнен Водолейский канал, то есть на вас может повлиять это полнолуние. Так я не могу сказать, что для вас как-то повлияет очень сильно это полнолуние, потому что по факту для вас нет каких-то определенных событий, эмоций. Плюсом еще в феврале у нас Уран выходит из ретроградного движения. 4 февраля это случится. А вот эту историю заметят как раз-таки рыбы третьей декады. Ну, то есть начнет ускоряться Уран, начнется ускорение у рыб третьей декады. Это ускорение в гармоничном ключе, поэтому здесь дерзайте, ускоряйте, сделайте больше. И вообще, если говорить еще про февраль, то у нас следующие события – это в ночь с 13 на 14 Сатурн меняет знак и выходит из знака рыбы в Овна, и ближайшие 30 лет не вернется. Здесь уходит такое окошечко на приобретение недвижимости, но вопросики с приобретением недвижимости для рыб начнет Сатурн работать, это с апреля 2028 года, Сатурн перейдет в знак Тельца. Вот когда Сатурн перейдет в знак Тельца, он туда перейдет, потом обратно в Овна вернется. Вот когда он будет в Тельце, тогда для рыб первой декады начнется окошко для приобретения недвижимости, для такого гармоничного подъема вверх, потому что это будет гармоничный аспект. Пока Сатурн шел по рыбам последние 2 года, соединением. Это был сложный, напряженный аспект. А там начнется потом гармоничный аспект, когда захотели, сделали какую-то сложную работу, и она вам не показалась сложной, она вам показалась даже интересной, ответственной, и вы сами себя подняли в своих глазах, да, при этом деньги заработали, при этом статус свой подняли, при этом еще и на недвижимость накопили. То есть вот такая история начинается в 2028 году у рыб первой и второй декады, и в 2029 году для рыб третьей декады. А если вы хотите все-таки что-то приобрести еще в феврале рыбы третьей декады,
то дерзайте, первая половина февраля, она ваша. Что еще хочу сказать? В этом феврале продолжается вся та же история январская у рыб второй декады, все, что связано с Юпитером, с расширением, с масштабом своей личности, построением своей публичности, семьи, карьеры, работы, социального статуса, переезда. Эта история в феврале у вас тоже будет очень хорошо работать. Договаривайтесь по максимуму. Здесь еще входит и Меркурий, и Венера, поэтому будет все складываться хорошо. Февраль вообще месяц очень важны для рыб первой декады. Почему? У нас с вами, дорогие, включается коридор затмений с 17 февраля. С 17 февраля он начинается. Это будет новолуние в Водолее. Кто очень сильно эту историю почувствует? Рыбы первой декады. То есть для вас это вот такой вот, знаете, а, апогей всех тех событий, которые были раньше, все эти коридоры затмения, которые вы помните, все, что не складывалось в вашей жизни, в личной жизни, в вопросах финансов, потому что здесь северный кармический узел на момент включения коридора затмения будет в соединении с Венерой. Это финансовые истории, это и любовные отношения. Захочется поменять свой внешний вид. Так как вся эта история будет в знаке рыбы, захочется себе какую-то нотку романтизма, каких-то иллюзий в жизни добавить, захочется заблуждаться, захочется поверить партнеру, но по факту возможно, это будет не так, потому что коридор затмений у нас заканчивается 3 марта полнолунием в Деве, а Дева – это максимально циничный, честный знак, который подводит итоги, даже если они нам не очень нравятся. Понимаете, я о чем, да? То есть и вот в прямом смысле с небес на землю будет этот коридор затмений для рыб первой декады. При всем при этом хочу сказать, что Венера в гармоничном аспекте с Юпитером, рыбы первой декады, значит, у вас должно все получиться в работе, в профессиональном статусе. Постарайтесь не ошибаться, не добавить в свою жизнь какой-то там лени, депрессивного состояния. Можно в это уйти, а можно уйти в аспекты, которые гармоничные, да, и тогда здесь в работе получится сделать максимум, потому что все-таки у нас на растущем лунном цикле этот коридор затмений. Поэтому здесь, если вы как можно больше наведете порядок в своей голове и жизни рыбы первой декады, это будет очень хорошо, потому что заканчивается коридор затмений, и вообще он начинается и заканчивается, здесь еще и Лилит в квадратурах кармическим узлам, поэтому здесь страхи, конечно же, будут вас одолевать, достойны, недостойны, получится, не получится, страшно, не страшно, но всем страшно. Мы все, когда делаем какой-то шаг вперед, принимаем решение, нам всегда страшно. Но если вы понимаете, что дальше так жить вы уже не можете, вам хочется чего-то большего от своей жизни, вы заслуживаете большего, вы заслуживаете в отношениях, чтобы вас ценили и уважали, тогда, естественно, вы делаете выбор в пользу себя. Вы начинаете сами заниматься собой, да, вы в отношениях, в браке, но вы занимаетесь, вы идете вперед, украшаете себя, внешний свой вид, вспоминаете, какой вы были красивой, каким вы были мужественным, активным, ярким, мужчина вы или женщина. То есть вспоминайте, где вы в отношениях потеряли себя и почему в какой-то момент жизни вам это было выгодно. Точно так же и в работе, потому что здесь Юпитер про свою роль в обществе. Кем вы хотите быть, какую должность вы хотите иметь, почему вы когда-то согласились на меньше. Возможно, эту дверь пора закрыть и пойти в нечто новое. Понимаете, я о чем говорю? И эта история тоже будет у вас складываться очень хорошо в этот коридор затмений рыбы первой декады. Будет страшно, а кому не страшно? Всем, нам всегда страшно, вот понимаете? Но делаем этот выбор. Рыба второй декады у вас максимально в рост. Хорошая история на поездки, на переезды в это время. Коридор затмения для вас очень хорошо включается. Здесь и Меркурий, несмотря на то, что с 26 февраля он у нас станет ретроградным, это вообще ничего страшного, он все равно будет в гармоничном аспекте с Юпитером. Благоприятное влияние на рыб второй декады. Дерзайте, делайте красиво в своей жизни. Вот прям наведите. Здесь не просто порядок, здесь нужно прям масштабно пойти, работать, включиться на максимум в своей жизни, заработать денег, в личной жизни все построить, все сделать, и у вас будет потрясающе, все классно, хорошо. То есть расширяйте, вспоминайте все свои «хочу» и делайте. Нас будет отделять единственное, знаете что, от всего того, что мы хотим, наши действия. Потому что у нас еще и март такой месяц, он с вопросиком. Почему? У нас в марте Марс переходит в знак рыбы.
то есть здесь захочется либо подождать, либо полениться, либо себе чего-то навоображать, чего-то там наиллюстрировать. Но основная история марта – это будет история с действиями. И хочу сказать, что вот в феврале точно так же, потому что у нас Марс идет по Водолею. И вот смотрите, пока он идет по Водолею, хочется делать нечто такое грандиозное, масштабное, что-то такое, чтобы всех удивить. Но постарайтесь делать как можно больше приземленных и реальных вещей в своей жизни. Это я говорю и рыбам первой, и второй, и третьей декады. Поэтому здесь постарайтесь максимально приземленно делать, потому что коридор затмений у нас начинается на аспектах Солнца с Луной в квадратурах к Урану, когда либо я делаю что-то грандиозное, либо я вообще ничего не буду начинать. Убирайте вот эту историю. Пишите себе четкий план, чего вы хотите, и дерзайте, идите вперед. Рыбы третьей декады у вас тоже будет потрясающий коридор затмений. Ускоряйтесь, делайте как можно больше в работе, в карьере. К вам еще вернется Юпитер в третью декаду рака. Эта история будет у вас работать в конце апреля и в мае. Нет, уже в мае и в июне. Поэтому здесь будет другой такой масштаб, понимаете, да, рыбы третьей декады. А пока еще есть вот в феврале на начало коридора затмений вот доделывать аспекты, связанные с Сатурном, приобретение недвижимости, устройство на ту самую работу. Да, пусть сложно, но Сатурн скоро откатится. И у Сатурна есть всегда такое свойство. Астрологи сейчас меня поймут, что аспект Сатурна уходит, но еще действие его остается долго, потому что кто-то где-то принял решение, например, позвать нас на какую-то должность, и потом нам через какое-то время звонят, уговаривают нас, предлагают нам что-то, а мы такие удивлены. Либо какие-то вопросы, договора из прошлого возникают и как раз-таки появляются. Долговые вопросики точно так же. Как правило, они где-то случаются, и новость до нас доходит позже. Поэтому здесь понимайте, что еще весь февраль рыбы третьей декады, если вы в январе и в первой половине февраля не уладили все свои вопросы с финансами, то, скорее всего, в коридор затмений они очень некрасиво вылезут, и придется их еще разбирать. И постарайтесь как можно быстрее это сделать, не перетащить эту историю на март. Еще из истории февраля у нас включается 26 февраля ретроградный Меркурий, продлится он до 20 марта ретроградный, будет он в рыбах, будет влиять на рыб третьей и второй декады. Не могу сказать, что эта история какая-то будет очень страшная и печальная, да нет, очень гармоничные аспекты будут. У Меркурия третью, вторую, ну и даже заскочит на первую декаду, вот его ретроградное движение, да, но там буквально у рыб первой декады, кто родился прям в последних числах февраля. То есть вот такая вот история. Поэтому здесь понимаете, что прям последние числа февраля до вас дотянется ретроградный Меркурий, поэтому здесь те рыбы, кто родился близко к Водолею, до вас не дотянется вот этот ретроградный Меркурий. Просто понимайте, что максимально договариваться, переспрашивать, если вы не поняли, и вам кажется, что вам не поняли. Эту историю максимально убирать с негатива, потому что Меркурий в гармоничном аспекте с Юпитером. Заканчивается его движение еще и в гармоничном аспекте с Марсом в соединении, с северным кармическим узлом. Поэтому этот период ретроградного Меркурия не надо бояться. Здесь нужно как можно больше делать. И ситуации будут случаться, знаете, такие, когда мы будем по факту понимать, что если мы где-то вот не договорились, опять эту историю не довели до конца, то есть тогда будут возникать ситуации, как вот они раньше у нас случались, и мы будем опять говорить, ну почему я вот не доделала вот эту историю, не договорилась, какие-то сложности появились на пустом месте. Не могу сказать, что это какой-то плохой период ретроградного Меркурия, нет. Все вопросы, которые вы не захотите решать, они будут основаны на страхе. Убирайте эти страхи для того, чтобы март был, наоборот, гармоничным для вас месяцем. Ну и идем в март, собственно, да, февраль будет зависеть, опять же, коридор затмений – это та история эмоциональная. Он не так страшен, он на самом-то деле не так страшен, но наши эмоции всегда заставляют нас останавливаться, тормозить, переваривать, думать, надумывать себе чего-то там такого. Постарайтесь убрать эмоции и включить действия. Тогда вот этот коридор затмений по факту закончится очень хорошо. На 3 марта заканчивается коридор затмений, полнолуние в Деве.
Кто будет максимально честно подводить итоги, так это рыбы первой декады, но при всем при этом уже Марс как раз-таки в это полнолуние в Деве входит в первый градус рыб. И здесь история, когда либо приходит такое депрессивное состояние, когда либо хочется вот так резко все бросить и уйти в закат, уйти вот от этой самой ответственности, потому что Марс будет в квадратуре с Ураном, либо наоборот, вы приземлитесь, вы скажете себе нет, я сейчас вот этот момент времени быстренько переживу, потому что первая неделя марта, она будет вот на таких эмоциях. А здесь нужно четко себе понять и сказать, что это всего лишь эмоции, страхи, переживания, но с этим пора заканчивать. И тогда март включается у рыб первой декады абсолютно продуктивный. Здесь история связана с развитием. Здесь, конечно же, внутренняя такая составляющая «мне хочется больше». Кому-то захочется новой работы, кому-то захочется в отношениях чего-то нового, да, разговаривайте со своей второй половинкой, и будет у вас хорошо. Вам захочется цвести, расти и развиваться. Либо же захочется в каком-то негативном ключе повариться. Это рыбы первой декады. И здесь, конечно, дорогие, понимаете, мой гороскоп может вообще не сходиться, если у вас на вашу жизнь совершенно другие планы, нет желания что-то либо в своей жизни делать. Потому что, повторюсь, с начала марта у нас Марс в рыбах, а это то самое состояние, когда хочется хандрить и ничего не делать. И да, особенно когда Марс еще в квадратуре с Ураном, это еще и хочется и разрушать, обнулять свою жизнь. Не надо так делать, постарайтесь быть более оптимистичными, более добродушными и идти вперед, делать, составлять себе план. Рыбы второй декады, у вас активный просто потрясающий период, на вас хорошо повлияет этот окончание коридора затмений, и март, в принципе, начнется с таких честных действий вперед, как же нам хочется такое подведение итогов, завершения зимы и ускорение в новое. То есть хороший будет для вас март, связано с этим естественно. Чем больше вы себе нарисовали масштабов, тем у вас будет получаться. Поэтому здесь не малодушничайте. В марте как раз-таки все юпитерианские вопросы, которые я говорила ранее, будут у вас случаться. Рыбы третьей декады, дорогие, у вас здесь поездки, у вас здесь любовь, отношения в том числе, да, романтизм, поэтому все у вас должно происходить хорошо. Здесь ни в коем случае не надо как-то останавливать себя, что ли, потому что здесь и покупки, здесь и движение вперед, захочется как-то и внешний вид себе и заменить, как-то собой заняться, потому что мы все-таки плавно движемся к астрономической весне, она начнется у нас 21 марта, а перед этим 19 марта у нас будет новолуние в рыбах, включится новый лунный цикл, да, а так, конечно, хочу сказать, что в середине марта у нас у всех такой вот прям классный аспект. Венера у нас до середины марта будет заканчивать свой проход по рыбам, то есть это такое романтичное настроение, можете себе позволить, дорогие рыбки, и это очень хорошая такая история покупки, фундаментальные, ясные, понятные, потому что Венера все-таки еще и будет в соединении с Нептуном, когда нам хочется себе чего-то нажелать, напридумать, но при этом стабилизировать, заземлять эту историю будет Сатурн, который в соединении с Нептуном. И Венера точно так же рядом находится с ними до середины марта, потому что уже с 15 марта Венера будет в Овне, в отдалении с Сатурном, но при этом в квадратуре с Юпитером. На кого эта история проиграется вот прям таки, ох, как проиграется. Но здесь будьте аккуратны, рыбы второй декады, на вас будет вот эта история влиять. Вообще на всех рыб будет влиять, потому что ваш управитель, понимаете, да, вот такие покупки, которые вы себе прям напланировали, это первая декада марта, вообще у всех рыб, потому что Венера, опять же, в соединении с Сатурном, с Нептуном, да, то есть через управитель будет работать эта история. Покупки основательные, покупки, которые давно хотели, планировали, мечтали, то есть там какая-то сбывшаяся мечта, очень хорошая история.
Вторая половина марта, будьте аккуратнее с покупками, потому что здесь Венера будет в квадратуре с Юпитером, ваш второй управитель. История противоречивая, если это покупки, чтобы пустить пыль в глаза, если просто потратить деньги на бренды, на какие-то очень неоправданные моменты в вашей жизни, которые были ранее, и вам хочется как-то себя проявить, вот эту историю убирайте во второй половине марта. Также вторая половина марта захочется как-то вот погулять, потому что Венера будет в Овне, как-то насолить партнеру. Здесь тоже будьте аккуратнее, потому что аспект распадется. И вот когда Венера у нас перейдет в знак Тельца, а это у нас будет уже апрель, там уже начнется такое приземленное ощущение, ну и, конечно же, влияние на рыб в прямом смысле аспектом будет уже совершенно такое другое. А так, конечно, в марте захочется погулять, потусоваться, на свидания ходить, почувствовать страсть, романтику, отношения, вот прям любовь, от которой захватывает дух. Поэтому здесь будьте аккуратны со своей любовью, с необдуманными тратами, так вообще, дорогие рыбы, вообще всех декад. Ну и у каждой декады я рассказала, какие аспекты еще есть. У нас в марте еще новолуние, запускается новый лунный цикл 19 марта, новолуние в рыбах. Что здесь происходить будет? Новолуние в рыбах, Солнце в соединении с Луной, с Нептуном и Сатурном. Такая приземленная история. Здесь очень хорошо, я бы посоветовала бы всем рыбам, это уже сейчас дальше пойду, да, немножечко захвачу весну астрономическую. Она у нас 21 марта включается. Здесь очень хорошая история на этот лунный цикл рыбам первой декады. Конечно же, здесь еще будет у нас в это новолуние заканчиваться ретроградный Меркурий, да, то есть здесь все-таки максимально разобраться хотя бы в конце марта со своими страхами, переживаниями, да. Вообще бы, конечно, на этот новый лунный цикл запланировать себе в работе цели, социальный статус, рост, движение вперед. Эта история будет просто невероятно потрясающе работать у рыб третьей декады, поэтому здесь делайте как можно больше, пока Уран еще в аспекте к вам, вот он вас движет, он вас напрягает, но эта история, когда быстро случаются какие-то вот события, и они складываются очень хорошо. У рыб второй декады, дорогие, здесь и Марс идет как раз-таки по второй декаде рыб. И здесь вспоминаются вопросики из прошлых ситуаций, которые не доделали в работе прошлой, потому что еще Марс в соединении с северным кармическим, поэтому здесь все кармические вопросики из прошлого, нереализованность по Юпитеру, по социальному статусу у вас будут возникать в конце марта и продлятся еще и на апрель однозначно у нас, потому что 11 марта вышел из ретроградного движения Юпитер, поэтому у рыб второй декады как раз-таки эта история будет весь март и протянется еще и на апрель. Поэтому все, что связано с Юпитером, говорила ранее в этом видео, решайте, решайтесь и не тормозите, ускоряйтесь, форсируйте события в своей жизни и понимайте, что как раз-таки с этим новолунием Лилит переходит во вторую декаду Стрельца и будет делать квадратуру рыбам второй декады. То есть вы сейчас пойдете в максимальное ускорение с этого марта, да, и вам будет страшно, вам будет казаться, что вы недостойны, что вы не можете прийти к тому уровню, который хотите, неважно, личная жизнь это или профессиональная деятельность, вам будет казаться недостойно, не получается, и вот это вот все получится, все нормально. Пишите в книжечку свои страхи, обдумывайте, проживайте, отпускайте и живите дальше, все у вас будет. Рыбы, третья декада, ну, дорогие, у вас вообще максимальное ускорение здесь. Конечно, никаких, по-моему, я про рыбы третьей декады говорила, сейчас повторюсь, и тогда про рыбы первой декады. У вас, конечно же, история такая очень мощная, очень яркая, связанная через Уран. Делайте много, я уже, понимаете, вторая половина апреля уже не будет чувствоваться такой сильный аспект от Урана, то есть он будет распадаться, да, и здесь начнет Уран, конечно, очень сильно влиять потом в апреле уже на рыб первой декады, но это будет настолько быстро и неожиданно. Поэтому рыбки первой декады, ваш итог по итогу зимы 2026 и марта в том числе, то есть постарайтесь как можно сильнее,
как можно сильнее для вас. Вот это такой очень сильный, мощный период, потому что здесь кармические узлы, вот такой финальный проход делают по рыбам. И до конца июля 2026 года у вас вот этот момент решения. Вот куда вы посмотрите, туда вы и пойдете. Если вы ни к чему не придете, вы так и останетесь в своей позиции. В позиции, когда вам страшно, когда вы не можете решить, за себя постоять там, в отношениях, на работе с коллегами, в финансах в том числе. Потому что от этого зависит, от этого марта, как вы пойдете, даже февраля, да, коридор затмений, когда включится, и как вы себя будете вести в эти полгода. И март это такой месяц очень показательный. Насколько сильно вы включаетесь, насколько большим человеком вы хотите быть в плане своего личного счастья. Вы хотите, чтобы ваш мир, вы были в своем мире или все-таки другие люди были у вас в приоритете. Поэтому здесь такой большой, очень мощный вопрос у рыб первой декады, у рыб второй декады профессиональный рост, статус, вообще очень все должно получиться по всем сферам, потому что Юпитер в гармоничном аспекте. И в следующий раз гармоничный аспект к рыбам будет только когда Юпитер будет в Скорпионе, а это раз, два, три, 4 года. Через 4 года. На больше не будет аспектов, понимаете, дорогие рыбы. Поэтому и рыбы и второй, и третьей декады. Поэтому пока Юпитер находится в раке, действуйте с Юпитером. Ну что, мои дорогие, вот такая будет у нас зима. Я могу смело сказать, что она будет яркая, что в ней нужно поработать самим, потому что все хорошее в нашей жизни случается только когда мы это делаем и способствуем тому, чтобы все это с нами случилось. Если мы переживаем, страдаем и ждем, когда что-то случится само, и чтобы это было вот то, что нам нравится, так не бывает. Только всегда самые неприятные события складываются просто так, потому что там нет наших усилий. А если мы хотим какие-то моменты в жизни скорректировать, тогда, конечно, нам нужно действовать самим. И чем больше наша сила влияния, тем хорошо. Потому что рыба – это тот знак, который может притянуть своей силой мысли события в свою жизнь. Поэтому притягивайте. А для того, чтобы притягивать, нужно заземляться. Нужно иметь четкий план, чего вы хотите, а не эфемерное в голове и карта желаний. Понимаете, я о чем говорю? Вот такой гороскоп на зиму 2026 года. Дорогие, в конце видео по классике актуальные ролики. Если вы их еще не посмотрели, посмотрите, примите верное решение. Пусть у вас все получается. Годовой на 2026 год, финансовый гороскоп на рыб, асцендент в рыбах. И что-то там еще тоже прикреплю важное и полезное. Смотрите, и будет вам счастье. Ну а я желаю вам потрясающей зимы и увидимся в следующем ролике. Пока-пока.